Привет, мои дорогие любимые зрители! Ну что, вы готовы? Вы готовы к тому, чтобы мы вас завалили просто контентом по старому Мерину на этой неделе? Ведь именно в пятницу, уже 31 числа, вы увидите старый Мерин на Байкале. И чтобы не пропустить это событие видео, правильно, прямо сейчас пройдите, подпишитесь, колокольчик, все дела. Ну а мы с вами возвращаемся в 22 февраля. У нас остается 3 дня до погрузки на автовоз. И вот такой вот список дел, работ, которые нам нужно успеть. И мы их будем успевать, куда нам деваться. Сейчас мы с вами отправляемся на клейку пленкой к нашим соседям ASD Detailing. Кстати, кому нужно классно поклеить пленочку, недорого, в Москве обращайтесь. Ссылку в описании оставляю. Поехали! Как там говорится, маленький шаг для человека, но огромный шаг для человечества. 3 года назад, по-моему, я за рулем сидел этого автомобиля. Еще вот где-то, давайте ссылку оставлю, по-моему, когда мы сделали тормоза, тестово прокатились на ней здесь по двору. Или даже мы куда-то на улицу выезжали. Что ж, спустя 3 года я сажусь опять за руль, но уже с другим сердцем. И делаю первые проезды. Многие из вас знают, что у меня есть 2 основных помощника по всем работам. Это Андрюха и Леха. Но никто из вас не знает, что еще у меня также есть помощники. Они маленькие, но поверьте, они очень помогают как в настоящих, так и в будущих работах. Знаете, что сейчас в тренде? Смазка в компактном формате. Компании ВМП Авто удалось поместить смазку вот в такие компактные карандаши, и это очень круто. Мы собрали практически все узлы с помощью их. Давайте я вам по отдельности расскажу, что каждый из них может и где применяется. Графитовый карандаш. С помощью него можете обработать любое резьбовое соединение, да и не только. Например, можете смазывать ограничитель открывания дверей. С помощью несиликонового можете обработать все уплотнительные резинки. И, кстати, он классно пахнет жвачкой. Да-да, тот самый бубль-гум из детства. А что с керамическим и медным? Эти смазки прекрасно подойдут для узлов, которые подвергаются высоким температурам. Медь до 1000 градусов, а керамика аж до 1500 градусов. Например, меняйте свечи, добавьте керамики, и потом будет легче менять. Как видите, смазки в новом формате значительно облегчают как сборку деталей, так и помогают в быту. Все благодаря компактности и аккуратному точечному нанесению. И главное, будут всегда под рукой. И мне кажется, такая штука должна быть у каждого, а у механика тем более, как авторучка. Ссылку оставляю на продукцию в описании, плюс промокод на скидку для Озона. Пользуйтесь!
как раз. У нас дело дошло до колес. И, ребята, это просто нечто. У нас есть два комплекта колес. Первый боевой, который нам сделал Леха Руал. Спасибо тебе огромное. Кстати, у него есть видео на канале, вы можете зайти и посмотреть, как он там все это делал и так далее. И, собственно, спасибо еще огромное Паше. Паша, вообще наша любовь к тебе бесконечна, потому что Паша дал нам аж два комплекта дисков, помните, которые мы первые увозили, и еще как раз вот второй комплект редких 15-х крабов, на который как раз я нашел резину с боевым шипом, и, собственно, Леха нам все покрасил и собрал. Колеса и так выглядели бомбически, но мы решили сделать их еще круче и обратились в компанию Tony Motors, которая занимается стайлингом шин. И, господи, это просто как вишенка на торте. Просто зацените, как получилось. Конечно же, контакты Руал и Tony Motors я оставляю в описании. Делайте свои колеса крутыми и незабываемыми для окружающих. Возвращаемся к тачке, обуваем второй комплект, на котором мы будем перевозить тачку, загонять на автовоз, разгружать и так далее. Мы же не поедем на боевом шипе, все верно. А после этого мы с вами поедем на сход-развал. Жду не дождусь, очень хочется мне посмотреть, насколько все там прямо будет стоять. Все, мы закончили сход-развал, у нас все замечательно. Да. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Анвар говорит, что красный это типа... Так должно быть, да, оно в плюс уходит. То есть в нагрузках в плюс оно идет. будет в плюс уходить, Да, то есть да. все окей. Я за это очень сильно переживал, потому что у нас стоит рейка, вы сами знаете, не родная, то есть куча всяких разных попереду моментов. Вот, но все классно встало, все здорово, все работает. И, ребят, сход-развал, Москва, это вообще просто наш сосед, но помимо того, что он сосед, я за него могу ручаться на 100%, это просто профессионал своего дела и высший пилотаж. Поэтому, кому нужен сход-развал, приезжайте, контакты оставлю в описании. Расслабься.
Фух, ребят, время 7 часов утра. Извините, пожалуйста, мы не все снимали, потому что это просто мы втроем носимся туда-сюда. Это жесть. Но жесть приводит вот к чему. Весь список у нас зачеркнут. Осталось пару пунктов. Внимательно заметили, что у нас нет генератора. Мы поедем без генератора. Мы взяли 2 аккумулятора, и в принципе на заезд нам будет хватать. И в принципе в этом пункте есть печка и дворники. Мы их даже не стали устанавливать, потому что, ну, печка, что, камон, я в ней греться, что ли, буду сидеть. Я заведусь, чуть погреюсь и поехал. Вот. Поэтому, пожалуй, все. Эвакуатор у нас стоит, уже ждет. Это просто какая-то дичь, если честно. Я не понимаю, у меня голова кругом, все кругом. Блин, неужели? Я очень надеюсь. Остались моменты, которые там по салону, по проводке, просто некогда сейчас этим заниматься. Приедем уже на Байкале, спокойно сядем и там вечерком все это перелопатим. У нас техком будет, у нас 6-го приезжает машина. Блин, аж глаз задергался. У нас 6-го приезжает машина, мы ее разгружаем, и, собственно, сами туда прилетаем 6-го утром. И, по сути, 6-го вечера можем позаниматься. 7-го числа у нас техком начинается. Вот. Собственно, наверное, все, что я хотел сказать. А что хотел еще сказать, то, наверное, уже забыл. Все, ребята, извините, мы грузимся на эвакуатор. Время вообще в 9 часов погрузка. Месяца назад автомобиль висел на кантователе. Это огромный труд, проделанный пацанами Андрюх, Лех, куча людей, которые участвовали в этом проекте, помогали нам с деталями, с какими-то, с покрасками и со всем прочим. Сейчас это вспомнить, это что-то невообразимое на самом деле. Но результат того стоил. Мы это сделали. Мы доказали, что можем. Дальше больше. Все, я вас всех крепко обнимаю. Мы отправляем в Старой Мире на Байкал. А с вами мы увидимся позже на Байкальской миле. Пока-пока.